Что бы вы сделали, если бы узнали, что ваша будущая жена изменяет вам с человеком, которому вы доверяете больше всего? Некоторые разозлились бы, другие заплакали, но этот парень поступил иначе. Он решил преподать им небольшой урок. Все началось с того, что Оскар начал встречаться с прекрасной дамой по имени Клэр. Они оба познакомились в Лондоне, когда закончили учебу в университете. Оскар учился на архитектора, а Клэр хотела стать юристом. Хотя их пути никогда не пересекались, однажды их познакомил друг Дэвид. Оскар дружил с Дэвидом с детства, и они решили поступить в один университет. Дэвид хотел стать юристом, как его отец, и по счастливой случайности он учился в одной группе с Клэр. После того, как Дэвид познакомил их, все развивалось быстро. Оскар и Клэр сразу сблизились, и вскоре их первоначальная дружба переросла в любовную связь, по крайней мере, так казалось. После окончания учебы влюбленные вместе сняли квартиру, и пара счастливо прожила несколько лет. Оскар работал в крупной компании помощником архитектора, а Клэр начала свою карьеру юристом. Будущее казалось светлым. Все это время они оставались очень привязанными к своим друзьям по университету и друзьям детства и особенно поддерживали теплую дружбу с Дэвидом. Он был настоящим и верным другом семьи, и они доверяли ему на 100%. Они втроем вместе уезжали в отпуск, и у него даже был доступ в их квартиру. В конце концов, Дэвид сделал их отношения возможными, и Оскар был очень благодарен ему. Казалось, его счастью и любви не было границ, и через некоторое время Оскар решил, что пришло время сделать своей девушке предложение руки и сердца. Ее родители были в восторге, если не сказать больше, а Клэр тем более. Она не могла перестать улыбаться, и двое влюбленных уже считали дни до своего знаменательного дня. Клэр мечтала о большой и шикарной свадьбе. Она хотела, чтобы мероприятие было грандиозным и впечатляющим, чтобы все его гости навсегда запомнили, каким прекрасным был этот день. В конце концов, свадьба бывает только один раз в жизни. Поскольку мечты Клэр были большими, родителям также пришлось помогать, взяв на себя большую часть расходов. Пара решила провести церемонию в просторном здании с красивым садом и роскошным рестораном. Гостей было так много, что и Оскар, и Клэр почувствовали себя единым целым, но они знали, что все это того стоило. Подготовка к празднованию продолжалась, но в сам великий день все гости увидят, что все было совсем не так, как казалось. На протяжении всего процесса планирования жених, конечно же, очень заботился о своей невесте, помогал и поддерживал ее во всем, от выбора салфеток и столовых приборов до расстановки гостей. Клэр была в восторге. Что она сделала, чтобы заслужить такого замечательного партнера? А, наконец, наступил великий и незабываемый день, и гости начали прибывать. Оскар позаботился о том, чтобы передать каждому из гостей очень теплый привет, и он ласково называл родителей невесты — мама и папа. Все родственники Клэр были счастливы, что она встретила такого заботливого и внимательного мужчину, и сама невеста была потрясающе красива в своем свадебном платье. На ней было элегантное, дорогое белое платье. Ей нравилось быть в центре внимания, и в течение всего дня она не переставала улыбаться. Она немного поговорила с гостями, но позаботилась о том, чтобы у нее было достаточно времени. В конце концов, она хотела убедиться, что хорошо подготовила свою клятву, чтобы не споткнуться, когда наступит важный момент. Тем временем Оскар старался угодить всем гостям и уделял всем свое время. Наконец, официальная церемония должна была начаться. Хотя традиционно жених произносит свою клятву первым, за ним следует невеста, на этот раз Оскар попросил все сделать немного по-другому. Хотя сначала Клэр эта идея не понравилась, но вскоре она поняла, что это было важно для Оскара, и она согласилась.
Гости молчали и слушали речь Клэр, которую она тщательно подготовила. Она рассказала о том, как они познакомились и как сильно она его любила, и как ей не терпелось выйти замуж, чтобы он мог заботиться о ней до конца их жизни. Многим гостям казалось, что уделять столько внимания тому, чтобы Оскар заботился о ней, было чем-то необычным, но сам Оскар привык к этому настолько сильно, что даже не замечал этого. Затем настала очередь Оскара. Гости по-прежнему молчали, и всем хотелось послушать его романтическую речь. Он начал с того, что сказал, что искренне благодарен всем родственникам, которые отложили свои неотложные дела и приехали издалека. Он выразил особую благодарность родителям невесты, а также его собственным родителям, которые помогли организовать такое потрясающее мероприятие. Он поблагодарил каждого из них за все, что они сделали, и упомянул их прекрасные подарки. Пока Оскар говорил, по щекам матери невесты текли слезы, а Клэр сияла. Она очень гордилась тем, что нашла такого милого мужчину. Но вскоре ее чувства изменились. Это было действительно потрясающе. Спокойно жених попросил каждого из гостей присесть и снять конверт, который был прикреплен к спинке стула. «Однако», — добавил он, — «важно, чтобы они его еще не открывали». Все гости взволновались и сразу же начали искать конверт под своими стульями. Минуту спустя все снова сидели с конвертом в руках, ожидая увидеть, какой прекрасный сюрприз устроил Оскар. Будет ли это местом их медового месяца? Собирались ли они завести ребенка? Будет ли это хорошей, благодарственной запиской? Когда все были готовы, жених подошел к невесте и сказал ей: «Клэр, с первого дня нашей встречи я любил тебя больше, чем всю свою жизнь. За все эти годы, проведенные вместе, ты единственная, с кем я мог представить себя стареющим. Чтобы отпраздновать нашу любовь, этот подарок тебе за все те счастливые моменты, когда меня не было рядом с тобой». Обращаясь к публике, Оскар теперь попросил всех гостей вскрыть конверт. Неудивительно, что почти все подумали, что внутри будут хорошие новости, но вскоре они поняли, что то, что было внутри конверта, было чем угодно, только не милым и сладким подарком от Оскара. На лицах людей можно было увидеть удивление. В каждом из конвертов были фотографии, на которых невеста была изображена рядом с другим мужчиной. Люди вздыхали, и особенно Дэвид, старый верный друг пары, казалось, почувствовал себя очень неловко. Он с отчаянием оглядывался по сторонам, словно пытаясь придумать, как лучше спастись. Видите ли, фотографии тоже были связаны с ним. На большинстве фотографий Дэвид и Клэр были видны без одежды и делали то, что ни один нормальный друг не сделал бы с невестой своего лучшего друга. Сказать, что гости были ошеломлены, было бы преуменьшением. Как выяснилось позже, Оскар давно подозревал свою девушку. Ему показалось довольно подозрительным, что в большинстве дней, когда он приходил домой с работы раньше, Дэвид уже был у него дома за чашкой чая с Клэр, и в целом его поведение заставляло его чувствовать себя неловко. То, как они смотрели друг на друга и улыбались, как они разговаривали. Они приветствовали друг друга нежными объятиями, и Клэр часто громко смеялась над шутками Дэвида. Все это было слишком очевидно для всегда консервативного Оскара, и что еще хуже, так это то, что все это происходило прямо у него на глазах. За несколько недель до знаменательного дня Оскар сказал, что уезжает в короткую деловую поездку, но перед отъездом установил скрытую камеру, которая снимала все, что происходило, пока его не было. Некоторые задавались вопросом, почему он просто не отменил свадьбу, но Оскар знал, что если бы Клэр просто ушла, это было бы слишком милостиво для нее. Поэтому вместо того, чтобы отменить церемонию, он решил подождать, пока все соберутся, чтобы публично преподать любовникам урок, который они никогда не забудут. Отец невесты был настолько расстроен, что даже публично дал ей пощечину. Неизвестно, что произошло дальше.
Но я думаю, нетрудно представить, что позор, должно быть, был безмерным для двух предателей. Дорогие зрители, что бы вы сделали, если бы узнали, что ваша будущая жена изменяет вам с человеком, которому вы доверяете больше всего? Зашел ли Оскар слишком далеко, или он поступил правильно, преподав им урок? Поделитесь своим мнением в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.